Бисмилля, альхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи валь мурсалин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья и сестры. Хотел сегодня рассказать, что очень много братьев и сестер пишут мне на WhatsApp, хотят сюда приехать, работать, жить, учиться и прочее, прочее, прочее. Дай Аллах всем возможность приехать сюда, жить здесь, работать, учиться и прочее, прочее. Я хочу сказать, что раньше я тоже так же хотел, мечтал, стремился к этому и просил Аллаха Субхану ва Тааля и работал в сфере хаджа, инструктором был. Сначала вместе с паломниками ездил, каждый раз возил паломников, обслуживал паломников, был с ними. И каждый год вот так ездили мы на Рамадан, на хадж, возили людей. И вот у вас сейчас тоже, у многих из вас есть такая возможность, находясь там в республиках, в странах, в других и в городах, вы можете тоже так же набирать людей и отправлять сюда, на умру. Тем более умра целый год идет, потом 1 месяц хаджа идет. Поэтому вы можете людей отправлять, можете работать с турфирмами, с различными турфирмами, даже которые простые турфирмы отправляют людей, туристов там. Вы можете с ними спокойно договориться и сказать: ребята, давайте вместе работать, новое направление развивать. Или с туроператорами, которые уже работают по умре, вы можете с ними работать, привлекать людей. У кого-то есть канал Telegram, у кого-то есть там разные соцсети или сайты, или еще что-то. Кто-то может приводить людей, набирать людей. За каждого привлеченного клиента туроператор может вам выплачивать агентские. Поэтому хотелось бы сегодня вот поговорить насчет этого, как привозить людей сюда и заниматься этим делом. Потихоньку вы уже начнете сюда почаще приезжать и присматриваться, выбирать город, потом уже копить денег себе на рабочую визу. И вот так будете работать. Итак, у нас умра и хадж. Направление умра и хадж. Хадж, как мы знаем, он вот сейчас уже наступает, месяц Зуль-Хиджа. Завтра, послезавтра уже Зуль-Хиджа начинается. И в это время уже начинается хадж. Люди приезжают все на хадж, Мекка, Медина уже полные хаджиями. Остальное время это, конечно, уже умра. Остальные все месяца, вот 11 месяцев, это уже умра. Самый обильный такой поток приходит на умру людей конец декабря, начало января. Люди не хотят сидеть где-то там у себя в каких-то странах. Все хотят во время выходных там или каникулов или еще что-то. Хотят приехать сюда и здесь заниматься айбадатом. Потом следующий месяц Рамадан, особый сезон это. Особый сезон месяца Рамадан. Очень много людей приезжает на Рамадан. И третий пик это хадж. Время хаджа. Итак, время начала умры, как я говорю, что он сразу после хаджа начинается. Раньше 1 месяц, 2 месяца давалось на то, чтобы люди выехали, паломники. Сейчас этого уже нету, отменили это. И поэтому, как только хадж закончится, как только начнут хаджи возвращаться домой, уже можно приезжать по умре. Визы для умры есть различные. То есть туристическая умра, потом умра-виза, бизнес-виза, рабочая виза, транзит-виза. По этим всем визам можно совершить умру. Туристическая виза, конечно, она ограниченная, только там Российская Федерация, там Казахстан, Украина и европейские страны. Срок у нее 90 дней. В течение года вы можете 90 дней спокойно находиться на территории Саудовской Аравии. Несколько раз можете приезжать в течение года, но главное, вот 90 дней у вас есть лимит, вот этот 90 дней. Умра-виза. Умра-виза, она для всех стран, любая страна здесь подается. Срок у нее тоже 90 дней сейчас, раньше месяц давали, даже давали 15 дней, вспоминаю я.
потом 30 дней, потом вот сейчас 90 дней стало. То есть можно уже по ней приехать и 90 дней спокойно по умра-визе здесь находиться. Потом бизнес-виза, тоже это для любой страны бизнес-виза выдается. Срок у нее 1 год для всех стран и 5 лет для России. 5 лет для России, ее цена там $1200, зато у вас 5-летняя виза, можете в любое время приезжать и также находиться 90 дней, потом выехать, опять заехать, еще 90 дней, и вот так 5 лет можно выезжать, заезжать, по 90 дней находиться здесь. Это вот бизнес-виза. Потом еще у нас есть рабочая виза, там уже выезжать не надо, можно просто находиться, семью привезти, жить, учиться, работать и прочее, прочее. Это уже рабочая виза, она дорогая. $5000 стоит, потом за каждого члена семьи еще надо будет платить по $100 минимум в месяц. И последняя виза еще, которую хотелось бы поговорить о ней, это транзитная виза. Транзитная виза тоже в этом году очень много людей приехало по транзитной визе в месяц Рамадан из разных стран. Она на 4 дня. За каждый день просрочки, кто-то, например, хочет 5 дней или неделю, за каждый день просрочки 100 реалов штрафа. 100 реалов штрафа. И это, в принципе, у любой визы. У туристической за каждый день просрочки 100 реалов штрафа. Умра виза там 100 реалов штрафа. У бизнес-визы. В общем, везде штраф платится, если ты просидел дольше положенного срока. Дальше. Давайте же посмотрим, из чего состоит умра. Умра. Это в первую очередь собираем людей там где-то в Казахстане, в Кыргызстане, в Таджикистане, в Узбекистане, Азербайджане, в России или в других странах, Туркменистан и прочее. Мы собираем людей. В первую очередь, там соцсети подключаем, там сайт подключаем, рекламу даем, там буклеты печатаем, мечети раздаем всем людям. В общем, людей подключаем. И люди потихоньку начинают звонить и начинают обращаться. Потом собираем группы. Потом, когда группу мы собрали, маленькая или большая ли, без разницы. Здесь может быть и 100 человек, и 200 человек можно в месяц собрать. Некоторые компании 1000 человек в месяц собирают. Я вот знаю, одни ребята открыли в Киргизии офис и ежемесячно приводят 2000 человек. 2000 человек, один офис приносит в месяц паломников. Представляете, 2000 человек. Если он даже, этот офис, с каждого человека, с каждого паломника зарабатывает там $100, да, это хорошие деньги они зарабатывают. 2000 человек на $100, 200 тысяч долларов зарабатывает офис. И работают, и зарплату получают, и награду получают. Поэтому это очень хорошее направление. Тем более это халяльное направление, без сомнения, дорогие братья. Итак, собирается группа, потом отвозят эту группу в аэропорт, да, сбор весь в аэропорту происходит, потом все вылетают. Бывают прямые рейсы, бывают чартерные рейсы, бывают транзитные рейсы через какие-то страны, бывают комбинированные туры, то есть долетают до одной страны, оттуда там до Дубая долетели, а с Дубая на автобусе заехали, то есть это комбинированный тур. Разные есть варианты, как завозить сюда паломников. Потом мы уже здесь встречаем Саудовская Аравия, Медина или Мекка, или Рияд, или Таиф, или Янбо, вот этих городах, где есть аэропорты, мы встречаем уже автобусы, подгоняем, встречаем группы, люди садятся в автобусы, и потом мы везем их в отель. В Медину, например, мы везем в Медину в отель, размещаем. В Медине там они обычно проводят 3 дня, согласно пакету. Какой там пакет? Бывает 5 дней. Там уже посещение мечети пророка, саллиллаху алейхи, посещение роуды, посещение, там, дать салям пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи, Умару, Абу Бакру, Умару, роды Аллаху ангума. Потом там есть один день предусмотрена экскурсия по Медине, посещение горы Ухуд, горы лучников, потом кладбище, где похоронены 70 шахидов, погибших при битве Ухуд. Потом мы едем там мечеть Куба, мечеть Кыблятайн, 7 мечетей, где Хандак, ров, война при Хандаке была.
где также там есть пальмовые рощи, где люди покупают подарки, обычно в Медине финики покупают. В общем, там экскурсия. Один день специально назначен, определенный день. Утром мы подгоняем также автобус и людей возим по Медине. Экскурсию проводим, естественно, все рассказываем из сиры пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потом, по окончании 3 дней или 5 дней, из Медины мы вывозим людей уже в Мекку для совершения умры. Конечно, при выезде из Медины там есть микат, Зуль-Хулейфа называется. И мы туда приходим, приезжаем, и там люди облачаются в ихрам. Покупают ихрамы, одевают ихрамы, и оттуда уже выезжают, намерение делают, говорят ляббайк Аллахума ляббайк, и едут в Мекку. По приезду в Мекку размещаем мы их в отеле. Там размещение, там пока, уже смотрим по состоянию паломников, как у них состояние, как у них настроение. И потом мы уже людей в определенное время выводим на умру. Приводим их в мечеть Аль-Харам, там делаем сразу таваф, потом 2 раката таваф намаза читаем, потом замзам пьем, потом идем на Сафа Марва, потом стрижемся, снимаем ихрам, выходим из ихрама, уже одеваем обычную одежду. В общем, это вот ритуалы умры. Все совершаем в сопровождении опытных инструкторов. Потом один день у нас в Мекке это экскурсия обязательно. Опять же, поехать на Арафа, поехать в Муздалифа, поехать в Мина, посмотреть Джамарат, посмотреть это, посмотреть то, посмотреть гору Саур, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с Абу Бакром хиджру делали, прятались в этой горе, посмотреть гору Нур, Джабаль-Нур, тоже где Джибриль приходил к пророку, саллаллаху алейхи ва салляма, и первые аяты были ниспосланы в пещере там, на этой горе. В общем, проводим экскурсию по Мекке в один день. И потом, когда уже проходит там 10 дней, там, смотря какой пакет, мы собираем опять людей, автобус подгоняем и отвозим их всех в аэропорт, и люди улетают. Вот это вот вся умра. Вот это вот вся умра. 2 недели или 3 недели. Пакет умры, он состоит из вот таких вот основных моментов. И давайте же поговорим, чтобы получить визу, что же нужно для этого. Что же нужно получить умру-визу, именно умру-визу. Там для того, чтобы получить умру-визу, сейчас, конечно, все через систему проходит, через Манассу. Есть такая система, Манасса, от Министерства хаджа ва умра. И там это вот как букинг. То есть все раньше бронировали через букинг, многие знают, как это, или через там другие какие-то Агода, или там Каяк, там, или другие платформы бронирования. То же самое здесь у министерства тоже так же сделана специальная программа, и через нее люди бронируют. Чтобы виза у тебя вышла, ты должен выполнить несколько таких вот шагов. Первое это ты должен выбрать отель, то есть ты выбираешь отель в Мекке и в Медине. В Мекке минимум 5 дней должно быть, и в Медине там минимум 2 дня. Иногда даже в Медине не обязательно. В Медине не обязательно, просто в Мекке 5 дней. Но в этом году посмотрим, как будет опять система работать после хаджа. Они откроют эту систему. Сейчас пока система закрыта, потому что хадж. А через 2 недели, дай бог, или 1, может быть, Мухаррама, может быть, откроется система, и мы начнем уже заниматься опять умрой, и будем вносить все данные паспортов людей, заносить в систему и вытаскивать визы, умра-визы. Далее, значит, мы выбрали отель Мекке, Медине, там 1-2 дня в Медине, там 5 дней в Мекке. Мы это выбираем, или в зависимости от нашего пакета, кто сколько хочет проживать, да, мы уже группу формируем и берем отели в Мекке и в Медине. Потом обязательно нужно выбрать транспортную компанию. Специальные есть транспортные компании, которые будут встречать в аэропорту, отвозить в отель, в Медину, потом экскурсию делать, потом между Мединой и Меккой отвозить. Это все одна компания уже занимается этим делом.
специальная компания, мы уже бронируем автобус или легковой автомобиль или минивэн, в зависимости от состава группы. Если там 4 человека, то легковую машину, если там больше 4 до 10, там минивэн, там микроавтобусы берем, потом автобусы берем до 50 человек, 49 пассажиров. Выбираем транспортную компанию, мы с ней уже связываемся, все, мы им даем свой маршрутный лист, а они уже в определенное время там уже отправляют свою машину со своим водителем. Мы уже, конечно, с водителем на связи, и он встречает, он отвозит, он все выполняет. Все, у меня уже голова не болит, в этом плане голова не болит. То есть это как букинг. Я забронировал, все, у меня уже есть транспортное средство, которое будет полностью на весь круг работать с моими паломниками. Далее, выбираем, обязательно здесь нужно выбрать саудовскую компанию. Компания Paumri. Раньше было 700 компаний здесь, до пандемии 700 компаний открылось, но потом пандемия ударила, потом еще были там всякие проблемы, многие компании не были готовы к этой работе, им открыли, и потом они стали людей привозить, но, как обычно, были всякие косяки и прочее, прочее. В итоге сейчас 200 компаний всего лишь работает на рынке. Но этого хватает, в принципе, этого хватает, и мы, как обычно, там с несколькими компаниями мы работаем, мы отправляем договора этих компаний для турфирм, которые там в разных странах. Мы можем официально сделать договор, и уже на основании вот этого официального договора можно уже будет завозить паломников в Саудовскую Аравию по умра-визе. Итак, выбираем компанию по умре, это обязательная вещь здесь, потому что здесь кто-то должен быть ответственный. Ответственный, кто должен встречать, кто должен следить. Если что-то случилось, они должны решать эти вопросы. Должен быть какое-то лицо, уполномоченное от министерства хаджа и умры. Вот это лицо, оно должно отвечать за вас, нести ответственность. Вдруг кто-то умер, вдруг кто-то заболел, вдруг кто-то что-то с ним произошло. Здесь специально должен быть обязательно какой-то орган, который должен это решать, вопросы вот эти все. Так, выбираем компанию по умре, и потом все это у нас выходит ценник, и мы оплачиваем это по карте. То есть через MasterCard, через Visa карту, это все оплачивается, да. То есть выходит какая-то цена. Давайте вот сейчас на примере покажу вам цену. И Visa Umrah, например, я говорю, отель Мекки. Например, мы выбрали в отель Мекки, 5 дней минимум. Да? Отель Мекки, потом отель в Медине мы выбираем, там 3 дня. Иногда система не делает обязательный отель Медины, и мы поэтому его даже и не выбираем. Но в этом году посмотрим, как будет в этом году после хаджа, как система будет работать, будем смотреть. Далее, транспортная компания, мы выбираем, да, транспортную компанию. И, то есть, либо автобус, либо легковой автомобиль, и компанию, которая будет встречать и будет заниматься нашими паломниками, да, официальное лицо Саудовской Аравии. Это арабская компания Paumri. В общем, у всех есть свой ценник. В этой системе, вот этой Manassa, это платформа, как Booking, как Agoda, вот это специальная система, и там ты выбираешь отель, расстояние отеля, там звездность отеля, там качество отеля, и там своя цена у каждого отеля. Вот примерно, например, комнату мы выбираем 5 дней, 850 у меня выходит, например, в Мекке, да? Отель Медини, например, 3 дня, 400 реалов выходит, например, да. Транспортная компания берет, например, за машину за 4 человека 1600, там арабская компания 1000 реалов берет. В итоге у меня выходит цена 3850, ну 1000 долларов, да, 1000 долларов там с хвостиком. 1000 долларов у меня, и потом оплачиваем мы это, и выходит виза на 4 человека. 4 человека, у них уже есть отель в Мекке на 5 дней, отель в Медине на 3 дня, например, транспортная компания у них автобус, машину предоставляет, и арабская компания, которая будет за этим всем наблюдать, следить и нести какую-то ответственность. В общем, у меня 1000 долларов ушло на визы. Визы потом мы печатаем, распечатываем, и все. Есть еще, конечно, дополнительные еще расходы, например, виза. Мы поняли уже, да, сколько выходит виза. Потом авиабилет.
Это уже отдельно уже нужно смотреть, какая компания у вас работает в вашей стране, например, из Киргизстана, какие компании возят, может быть, там транзитные компании через Катар, или там через Бахрейн, или через там Эмираты, или через Иорданию, или из России, например, компании какие-то. Какая дешевле выбираешь, Fly Dubai там, или Misr Tayron, или там еще какие-то турецкие авиакомпании сейчас вот запускаются. В общем, смотришь самый дешевый, следишь, там мониторишь цены. Это уже отдельная работа, по которой надо уже отдельное видео записывать. Потом расходы офиса там, естественно, сами понимаете, что офисные работники, которые там сидят, секретарь там или еще кто-то там, оператор должен все это принимать паспорта, там встречаться с людьми, там отправлять паспорта, там нужна служба поддержки, служба доставки, которая отправляет сюда там по стране, может быть, какой-то человек из своего кишлака отправил там в столицу, в Бишкек, например, да, и пока она дойдет, эти документы, пакет документов, пока он дойдет, и, естественно, должна быть служба доставки, то есть тоже очередные расходы. Это тоже надо учитывать. Потом паломников отправлять, нужно им униформу давать, какую-то там жилет, сумка у него должна быть паломника, там литература должна быть соответствующая, это на разных языках, кто на татарском, кто на чеченском, кто на узбекском, кто на таджикском, то есть литература должна быть. В общем, все эти расходы, все это учитывается, и в конечном итоге у тебя выходит какая-то цена. Выходит цена за пакет. И вот эту мы цену видим, которую люди закладывают, там свою выгоду своего инструктора, там обязательно инструкторам тоже зарплату же надо платить, когда группу он ведет, сопровождает, 2 недели ездит с ними, с паломниками. Естественно, он тоже должен получать зарплату, просто так никто не будет ездить. Один раз поехал, второй раз поехал, но потом-то надо работать, надо же где-то зарабатывать, надо семью кормить, надо же вести нормальную работу. И, естественно, тут надо все это закладывать. Это уже на офисе, это все должно учитываться. В офисе должно быть учитано. Далее, хотелось бы сказать, что вы можете работать как с турфирмами, с любыми турфирмами, вы можете направление открывать, либо сами открывать турфирму, зарегистрироваться и работать от турфирмы, то есть от своей турфирмы или от чужой турфирмы. Или вы можете вообще договориться уже с теми фирмами, которые занимаются уже этим делом. И по умре они уже, может быть, отправляют ежемесячно, у них есть какой-то поток. Вы просто можете с ними договориться, сказать: слушайте, давайте мы с вами договоримся, я вам привожу человека, клиента, у меня есть возможности людям делать рекламу, призывать, созывать. У меня вот есть своя школа, у меня вот есть свой канал, телеграм-канал, у меня есть там еще какие-то социальные продвижения. И я могу приводить людей вам, за каждого члена, за каждого человека там вы можете мне платить там агентские. То есть вы приводите клиента и получаете агентские за каждого приведенного клиента. Бывает, там это $50, вы просто получаете и все. Вы остальными вопросами вам не надо заниматься. Ваша задача привлечение клиентов. И все. А если вы уже хотите дальше уже самостоятельно работать, то вы уже, конечно, уже будете все дальше прорабатывать. Но это мы будем уже с вами индивидуально общаться. Какие-то моменты я буду вам рассказывать. Пожалуйста, кто заинтересован, пишите на WhatsApp, на Telegram, в комментариях пишите. Будем связываться и будем это дело уже развивать, чтобы в вашем городе, в вашей стране был свой офис, была своя компания, которая заниматься будет умрой. В дальнейшем следующий шаг это уже будет хадж, уже, может быть, дальнейшие еще другие какие-то направления будут. Но, в общем, это вот такая вот возможность есть заниматься с людьми, с мусульманами, с паломниками. И здесь и награда за каждого привлеченного человека. То есть, если он приедет, вам награда будет, умра записана или хадж будет записан, все зикры, которые он будет делать здесь, все дуа, которые он будет делать, вам будет записываться все это в книге ваших добрых дел. Ну и, естественно, здесь будет ваш какой-то
заработок. Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина адабан нар, как мы делаем такой дуа, когда таваф делаем вокруг Каабы, мы делаем это дуа: Раббана атина фид дунья хасана, дай нам, о наш Господь, дай нам в этой дунье весь хасанат, все наилучшее дай нам. И вафиль ахирати хасанат. И в следующем ахирате, в следующей жизни самое наилучшее нам дай. Все, самое наилучшее. Кина адабан нар, и упаси нас от наказания огня. Прибегаем к Аллаху субхану ва тааля от наказания могилы, наказания огня, фитны огня. Баракаллаху фикум. Ва джазакум Аллаху хайран хайраль джаза. Субханак Аллахума бихамдик ла иляха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк.